Всем привет! В эфире 80-й выпуск видеожурнала «Время настольного хоккея». В минувший уикенд география российских турниров пестрела такими названиями, как Москва, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ижевск. Также был этап мирового тура в Норвегии. О наиболее значимых соревнованиях мы в сегодняшнем выпуске и поговорим. Но я готов рассказывать и о всех региональных турнирах. Вы только присылайте сюжеты. А сегодня в программе. Стартовый этап чемпионата Москвы выиграл Эмиль Мумджи. Главный приз этапа мирового тура в Норвегии остался дома. Интервью с Дарьей Хрусталевой. Стартовый этап чемпионата Ленобласти, конечно, выиграл Янис Галуза. Игорь Новиков из Азова, из города Азова, выиграл этап чемпионата Ростовской области. В финале ему компанию составил ветеран Александр Чирва. В Екатеринбурге, как всегда, не было равных Максиму Чигаеву. В финале он переиграл редко играющего в последние годы Алексея Радченко. В Новокузнецке бал правила молодежь, не пустив ветеранов даже в полуфинал. А победителем стал Андрей Тремасов. На ноябрьском этапе ОЧР, который состоится в Новокузнецке, заезжим гостям придется очень непросто в этой кампании. Но мы начнем со столицы. Громко и звучно стартовал чемпионат Москвы. Первый этап прошел в Наукограде Реутове. Буквально прямое включение из Реутова. Слово главному организатору Владиславу Момоту. Сегодня знаковое событие не только для Реутова, Москвы, но и всей России, потому что турниры проходят в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Действительно, сюда, к нам, в город Наукоград, приехали сильнейшие игроки столичного региона. Из Котельников, Балашихи, Железнодорожного, Реутова, конечно же, Москвы, а также из дальних городов, из дальних регионов приехал представитель из Новосибирска. Турнир получается, играем круговая система, потом по лигам и плей-офф. Площадкой для проведения турнира стал Центр культуры и искусств на улице Южной 5. На церемонии открытия выступили официальные лица, а с музыкальной шоу-программой рок-группа ИП Центр культуры и искусств. Музыканты исполнили всеми любимые каверы известных российских шлягеров о спорте. В турнире приняли участие 20 игроков из Москвы, Казани, Волгограда, Новосибирска и подмосковных городов Реутова, Балашихи, Железнодорожного, Люберец и Котельников. Участники турнира были разбиты на две группы по 10 человек, в которых проводился круговой этап. По его итогам первые пятерки попадали в высшую лигу, остальные перемещались в первую. Чтобы пройти дальше и попасть в заветный плей-офф, нужно было занять место не ниже 8-го. Уже здесь начиналась борьба на вылет. По регламенту турнира в плей-офф первой лиги после четвертьфинала проигравшие игроки попадали во вторую лигу, где также разыгрывался комплект медалей. В итоге победителем второй лиги стал Сергей Некрасов, обыгравший Юрия Попова. Третье место завоевал Владимир Борисевич. Лучшим в первой лиге стал 14-летний Станислав Капсамун из Котельников. Серебро у Артема Богданова, бронзу завоевал Александр Шлык. В высшей лиге серии проходили до 4 побед. Здесь до финала успешно дошли победитель чемпионата Москвы прошлого сезона Эмиль Мумджи из Казани и представитель Люберецкой школы настольного хоккея Юрий Простаков. Фаворит оправдал надежды и уверенно одержал победу в серии со счетом 4-0. В матче за третье место Дмитрий Петров из Москвы переиграл Владимира Орешкина из Котельников. Награждение победителей и призеров провели депутат Совета депутатов Балашихи Александр Денишкин и исполняющий обязанности президента Российской Федерации настольного хоккея Владислав Момот. И первое место и главный кубок первого этапа открытого чемпионата Москвы завоевал Эмиль Мумджи. Ура! Поздравляем! Подтвердил уровень. Я ошиблась. Это? Работа? Да. Там столько удалили.
Следующий этап пройдет уже в октябре. Потом у нас также через неделю стартует открытый Кубок России. В октябре начнется также первый этап чемпионата России. Ну и практически каждый месяц несколько турниров по разным городам нашей необъятной страны. И по хорошей традиции Владислав Момот взял интервью у участников соревнований. Первой на вопросы корреспондента ответила дебютантка соревнований на стиге Ангелина Маркитанова. Что бы вы могли пожелать всем новичкам? Вы тоже, как говорится, новичок, вы начали сегодня впервые играть с профессионалом. Играть, просто играть, пробовать и тренироваться. Это увлекательно. А вы как-то тренируетесь по-особенному дома? Ничего особенного. Начали с футбола, поняли, что хоккей интереснее. И вот перешли на хоккей и решили попробовать. А с кем играете, как часто? С молодым человеком вот взяли такую же доску, но оказалось, что у вас она более гладкая. И вот уже чуть попозже спросим секретики, почему они так скользят. А потом интервью дал и победитель турнира Эмиль Мунджи. Во-первых, очень хочется отыграть чемпионат Москвы на том же уровне, также его выиграть, желательно все. Больше всего в ожиданиях Суперкубка, который пройдет в мае, с большим призовым фондом. Хочется там принять участие не только в индивидуальном, но и командой «Торос». Хочется его также выиграть, как в прошлом году. В принципе, вот, главное отобраться на Суперкубок. 17 сентября в норвежском городе Брюне состоялся этап мирового тура. В соревнованиях приняло участие 29 игроков. Помимо ведущих местных нахокеров, на призовые места претендовали Саймон Томас из Ирландии, Трулс Монсон из Швеции и Дарья Хрусталева из Эстонии. Да, и Даша была уже третьей сеянной. Понятно, что норвежцы не особо куда-то выезжают на международные турниры и не могут повышать свой мировой рейтинг, но и Дарье было не просто подтвердить свой высокий статус. Начали с двух отборочных групп. В первой собрались местные звезды, во второй – заезжие. Магнус Клиппен без поражений прошел группу, на 5 очков оторвавшись от занявшего второе место брата Вегарда Клиппена. Во второй группе все-таки неожиданно на вершине оказался Саймон Томас. Экс-президент ИТХФ всегда считался крепким середняком, но тут сумел выиграть турнир, пусть и отборочный. Набрав одинаковое количество очков со шведом Монсоном, Саймон опередил Трулса по личной встрече. Хрусталева пока финишировала третьей. В высшей лиге трио братьев Клиппенов оккупировало все 3 первых места, а Томас упал на 11-е. Хрусталева с Монсоном скромно держались в шестерке. Даша попала в четвертьфинале на главного организатора турнира Фроде Хагерупа. Очень опытный игрок. В 2013 году он организовывал чемпионат мира в Ставангере, а на стиге аж с 1998 года. Даша тогда еще и не родилась. Но стремительный качественный прогресс Хрусталевой позволил ей достаточно уверенно преодолеть первую стадию плей-офф, выиграв 4-1. В полуфинале она оказалась в компании братьев Клиппенов. И, к сожалению, в сопернике ей достался главный фаворит турнира – Магнус. Дарье единственный раз удалось довести матч до овертайма, но и там норвежец был сильней. Хрусталева все-таки не осталась без награды, выиграв серию за 3-е место у Остейна Клиппена 3-2. В финале Магнус переиграл Вегарда со счетом 4-2. Магнус Клиппен. По весне я уже брал интервью у Дарьи, но нынешний турнир чем не повод поговорить снова? Даша, привет! В то время, когда российские игроки сейчас не могут посещать заграничные турниры, я стараюсь общаться с теми, кто эту возможность имеет. Как тебе Норвегия? Виталий, привет. Очень понравилась поездка. Это было мое первое самостоятельное путешествие в Норвегию, в страну, в которой я в детстве мечтала побывать. Видно, что у них другой уровень жизни.
Город Брюне спокойный, ухоженный, здесь красивая архитектура и природа. Цены, правда, в 3 раза выше, чем в Эстонии. Например, транспорт, такси от отеля до аэропорта стоит 100 евро, хотя ехать только 20 минут. А так много позитивных эмоций. Очень рада, что появилась такая возможность выбраться в Норвегию. Я так понимаю, что будущий чемпионат мира в июне 2023 года пройдет в этом же норвежском городе Брюне. Как тебе вообще сам город и место проведения соревнований? Здесь же будет проходить чемпионат мира. Какие-нибудь анонсы организаторы делали? Чемпионат мира будут проводить в этом же зале, где играли Norway Open. Это средняя школа. Играют в спортивном зале. Зал большой, просторный, в нем много света. Отель находится в 400 метрах и 5 минутах ходьбы от места проведения турнира. И рядом на таком же расстоянии находится супермаркет. Однако организация турнира была слабая. Из напитков предлагали только кофе, а ни чая, ни воды. На обед предложили бургер за 10 евро, но есть его было невозможно, потому что это просто булка с мясом без ничего. Призы были скромные, только кубки. Перед турниром организаторы даже забыли объявить судейский комитет, но Саймон Томас им об этом напомнил и сам его возглавил. Плюс это хорошо подготовленные поляны. Надеюсь, к чемпионату мира ошибки в организации будут исправлены. Как тебе состав участников? Состав участников был неплохим. Было много крепких игроков, примерно одинакового уровня. Понятно, что не было топовых игроков, кроме Магнуса Клиптона, но средний уровень был хорошим, было с кем побороться, а Магнус был явным фаворитом. В группе на самом деле не имело значения, какое место ты займешь, так как очки с собой в финальную группу не брались. И в финальную группу выходили по 8 игроков из группы, всего 16 человек. Поэтому на групповом этапе было просто важно пройти дальше. В полуфинале тебе достался главный фаворит турнира Магнус Клиппен. Что, он действительно такой непроходимый соперник? Да, на самом деле Магнус игрок топ-уровня. Видно, что он тренируется, у него есть все приемы, выход в оба угла. С ним мне было очень тяжело играть. Смогли довести одну игру до овертайма, но и здесь он оказался сильнее. Мне есть чему учиться. Буду работать над ошибками. Может быть, кто-то еще удивил своим мастерством? Все братья Клиппены сильные ребята, но Магнус явно выделялся на их фоне по уровню игры. Мне было непросто играть с Саймоном Томасом и Трулсом Мансоном, так как у них необычный и неудобный стиль игры для меня. Они меня поддерживали, а Мансон собирается ездить на этапы мирового тура, чтобы отобраться в сборную Швеции для участия на чемпионате мира. Подсказки Игоря Савельева. Как это происходило? Какие принесло результаты? Мы были с Игорем на связи на протяжении всего турнира, созванивались по телеграмму и разбирали мои ошибки в игре. Я ему рассказывала, что я пропускаю, после чего мы устраивали правильную оборону против соперника и анализировали, что можно улучшить в своей атаке. Также важным моментом была поддержка со стороны, так как я ездила одна из Эстонии, мне нужно было с кем-то делиться своими результатами и услышать правильные рекомендации от тренера. В плей-офф это особо помогало. Какие планы на сезон? Это для меня был всего лишь 3-й выезд. До этого один раз была в Стокгольме на Swedish Masters и потом на чемпионате Европы в Словении. Планирую поучаствовать в этом сезоне в 5 этапах мирового тура, чтобы набраться игрового опыта, узнать разные стили игры и посетить новые страны, познакомиться с новыми игроками и просто расширить кругозор. Спасибо.
Пока! 18 сентября стартовал чемпионат Ленинградской области. Первый этап прошел в уже привычном здании Росреестра на Чапаева 15. 6 лучших игроков были освобождены от отборочной стадии, а 26 начали с отборочных игр в 5 группах. Состав участников на чемпионатах Ленобласти обычно крепкий и стабильный. Группы небольшие, что иногда приводит к неожиданным результатам. Кто-то взлетает на высоту высшей лиги, а кому-то потом приходится в первой лиге отбиваться от нападок конкурентов. В первой группе могла сложиться уникальная ситуация, когда вся пятерка игроков могла бы набрать одинаковое количество очков. Я, являясь фаворитом группы, обыграл на старте Абрамова и Гончарука, практически решив задачу выхода в вышку. Но серия с Николаем Смирновым началась с поражения. И если бы Николай довел серию до победы, и если бы все остальные результаты сохранились бы, то вот тогда и было бы у всех игроков по 2 победы. Ведь Смирнов смог же обыграть Абрамова оба раза по 2-0. А Юрий, в свою очередь, обыграл Гончарука и Будаева. Миша обыграл Артема. И в заключительном туре Будаев играл со мной и выиграл 2-1. Но прямым конкурентом-то он проиграл, и поэтому вышку пройти никак не мог. Решающую победу одержал гость из Петрозаводска над Михаилом Гончаруком, причем волевую. На этот раз Абрамову удалось пробиться в элитный дивизион. Юрий был близок к этому на прошлом турнире, когда обыграл Маслобоева и Левашова. Но тогда по мини-турниру его обошел Будаев. Реванш состоялся. Вторая группа создала идеальную лесенку. Все вышестоящие обыгрывали исключительно нижестоящих. Другой вопрос по раскладу. Совсем на других ступеньках ожидались некоторые игроки. Первая – Елена Никитина. Но ей пару вышки составили не Обухова и Данилов, а Игорь Шеляков. Несомненный успех организатора чемпионата Ленинградской области. Как раз победы над Дарьей и Александром позволили Игорю совершить историческое восхождение. В третьей группе, как и в первой, все перемешалось. Каждый тур ситуация резко менялась. Сначала Михаил Богомолов обыграл своего тезку Никитина. Во втором туре Пономарев обыграл Чернова благодаря 2 овертаймам. Илья упрочил свое лидерство в третьем туре, дважды обыграв Богомолова. В следующем Богомолов уступил и Чернову, а Пономареву нанес смертельный удар Никитин 2-0. И перед заключительным туром сразу у квартета игроков было по 2 победы. Пономарев без проблем взял 2 проходных балла в игре с Красильниковым. Чернов выиграл первый матч Никитина, но Михаил затем дважды взял верх, выйдя в высшую лигу. Вот такие крутые виражи в третьей группе. В четвертой, как и во второй, строго по ранжиру. Вельмога, Федосеев, Ширский, Тихомиров-старший, Шарапов. Даже счета в основном 2-0. Никакой интриги. В пятой группе грянула сенсация. Не прошел высшую лигу Антон Киселев. Как он сам признался, в данный момент не чувствует настроя. Зато юниоры Никита Тихомиров и Алеша Богомолов на ходу. Недели ранее взяли 2 первых места на этапе детского кубка. Возможно, мэтр их недооценил. Елена Столярова хорошо изучила манеру Тихомирова-младшего и сумела его переиграть 2-1. Но на места в таблице это не повлияло. После обеда продолжились игры по лигам. Вторая лига играла одной группой в 6 боевых единиц. Выиграл круговик Константин Шарапов. Во главе таблицы образовался триумвират. Шарапов смог опередить Красильникова и Смирнова по мини-турниру. У Дмитрия Константин выиграл 2-0, а Николаю уступил 1-2. За бортом плей-офф оказались Андрей Иванченко и Юрий Зайцев. Если в отборочной группе выиграл очный поединок Юрий, то в лиге юниор взял реванш. Плей-офф внес некоторые коррективы в итоговую расстановку. Шарапов в полуфинале уступил Битюкову. Смирнов дожал Красильникова. 1-0 завершился третий решающий поединок. Если путевку в финал Дмитрий упустил, то в серии за бронзу, наоборот, смог переломить неудачно складывающуюся серию с Шараповым и после стартового поражения выдал 2 победы.
В финале встретились постоянные и уже принципиальные соперники по Невской лиге – Битюков и Смирнов. Николай дважды был сильней и взял золотую медаль. Первая лига состояла из двух групп по 5 участников. Группу номер 1 выиграла Дарья Обухова. Все 4 соперника были повержены. Гончарук и Будаев снова оказались замешаны в мини-турнире. Юниор выиграл у ветерана. Артем, в свою очередь, переиграл Тихомирова-старшего, который обыграл Мишу. Вторую группу, в отсутствие ушедшего Киселева, выиграл Алексей Чернов. Да и то не вчистую. Ширскому проиграл оба матча. В плей-офф им могли принести любые результаты. Никто не гарантировал, что Чернов пройдет Будаева, а Обухова Ширского. Но лидеры групп справились. Данилов уступил юному Гончаруку. Михаилу помогли в нужный момент выходы. Богомолов дважды переиграл Тихомирова. В полуфинале Чернов снова дважды был сильнее Богомолова-старшего. Гончарук прошел Обухову, проиграв первый матч. Дарья утешилась бронзой, выиграв у Богомолова. В финале Чернов сначала уступил Гончаруку, но потом построил непроходимый рубеж обороны и 2 сухими победами обеспечил себе итоговую викторию в первой лиге. В обеих группах высшей лиги была своя интрига. По 4 игрока в каждой группе отрывались от преследователей. Но если в первой группе над этим квартетом еще нависал Янис Галуза, то во второй группе четверка вела борьбу за распределение мест так, чтобы в четвертьфинале не попасть как раз на этого самого Галуза. Янис все игры выиграл. И 5-м лишним оказался Борис Вельмога. Борис в заключительном туре как раз играл с Галуза, который себе заранее обеспечил выход с 1-го места. Но обороты не стал сбавлять и выиграл у Бориса 2-0. Вельмоге оставалось надеяться на Левашова, который играл с Семеном Битюковым. Борис Семена обыграл, а вот Гоше уступил. В случае успеха Левашова Вельмога обходил бы Битюкова. Но Семен выиграл. И вне плей-офф остался Борис. Нижняя тройка участников первой группы вышки вела свой спор за места с 6 по 8. И по очереди все обыграли друг друга по 2-1. По разнице одержанных побед во всей лиге выше оказалась Елена Никитина, опередившая Абрамова и Пономарева. Во второй группе в нижней половине квартет выстроился строго на расстоянии 2 очков. Федосеев выиграл у Алексея Богомолова, Михаила Никитина и Игоря Шелякова. Алеша был удивлен появлением в высшей лиге Шелякова, но проиграв ему первый матч, понял, что это неспроста. Дальше пришлось напрягаться, чтобы взять серию, и Леше это удалось. Мог юниор одолеть и меня, но я все-таки выиграл. Также с большим трудом я одолел и Михаила Никитина. А потом пошли победы над Егором Зайцевым, Антоном Федосеевым. Я вполне мог выйти из группы с 3-го места. Но за меня судьбу решили представители команды «Ленинградец» Егор Зайцев и Павел Федоров. Никто из них, конечно, не хотел на первой стадии плей-офф встречаться со своим капитаном Галуза. Поэтому в случае поражения Егор Зайцев становился 4-м. Но он выиграл. И с 1-го места вышел в плей-офф. Павел Федоров с 3-го места попал на Семена Битюкова. Их матчи всегда носят очень принципиальный характер. Я, конечно, попытался посоревноваться в скорости с Янисом Галуза, но уступил ему в виртуозности. 0-4. С таким же счетом Зайцев переиграл Левашова. На одну игру дольше задержался Никита Тихомиров с Блиновым. Артем выиграл 4-1. Ну и самая непредсказуемая и напряженная серия Битюков-Федоров. Павел повел в серии, затем Семен выиграл дважды. Но 3 победами к ряду Федоров переиграл соперника 4-2. Полуфиналы растянулись на все 7 игр. Если от пары Федоров-Зайцев это можно было ожидать, то в долгое сопротивление Блинова с Галуза верилось с трудом. Но Артем смог навязать борьбу чемпиону мира, поведя в серии 3-1. Каждая победа давалась Янису с большим трудом. Хоть оставшиеся 3 игры он и выиграл, но в каждой не забивал больше 2 шайб.
За такой героизм Блинов не получил даже бронзовой медали. И снова, ведя в серии, уступил 2-3. Федоров третий. Финал Егор Зайцев растянул на 6 игр, но Галуза, конечно, добился победы. Янис явно из другой галактики. В ближайший уикенд нас ждет старт Кубка России в Нижнем Новгороде. Также пройдет этап мирового тура в Швеции в городе Оребру. До встречи за игровыми площадками, а не в окопах Украины. Пока.